Два человека погибли под завалами под Москвой. Автобус с пассажирами попал в аварию, электричество подорожает, а Сбер прогнозирует доллар по 115. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк и подписывайтесь. В Москве произошел пожар на Коптевском рынке. Загорелся павильон, где находилась пекарня. Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек. Это данные МЧС. По информации ведомства, пострадавших нет. Предварительная версия – короткое замыкание. Столичная прокуратура проводит проверку. А в Московской области из-за взрыва на складе с пиротехникой погибли двое. Спасатели достали из-под завалов тела мужчины и женщины. Об этом сообщают в МЧС. Инцидент случился накануне на территории промзоны в подмосковном поселке Лесной. Там после взрыва вспыхнул пожар в складских помещениях. Обрушились стены и перекрытие здания. К вечеру открытое горение ликвидировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. По предварительной версии следствия, к взрыву могло привести неосторожное обращение с пиротехникой. Переместимся на Урал. На предприятии под Екатеринбургом произошел взрыв и пожар. Погиб рабочий. Инцидент случился на Березовском заводе емкости при подготовке цистерны к покраске. Двое рабочих проводили обезжиривание внутри цистерны, когда произошел взрыв. Один из них, 40-летний мужчина, скончался от полученных ожогов. Второй находится в коме. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований охраны труда. К другим происшествиям. В Амурской области автобус потерял управление. ДТП попало на видео, снятое пассажиром. Автобуса тормоза катуха отказали. Мы несемся. Авария произошла в селе Чигири Благовещенского округа. У автобуса номер 106 отказали тормоза. Он промчался вниз по центральной улице, пока водитель пытался справиться с управлением на скользкой дороге. Однако автобус продолжал набирать скорость, пока не протаранил легковую машину, снес светофор, дорожный знак и врезался в дерево. Водитель автобуса получил травмы. Следственный комитет также проводит проверку. Тем временем инфляция в России продолжает бить рекорды. Цены на овощи выросли в среднем на 12% всего за 3 недели. Это говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Тройка лидеров: огурцы плюс 35% в цене, помидоры плюс 20% и капуста плюс 11%. Лук прибавил почти 10% цены, картофель 8%, а свекла и бананы по 4%. Перенесемся на другие сегменты рынка. Агентство Интерфакс прогнозирует рост цен на сигареты с Нового года на 4,6%. Минимальная цена за пачку с 1 января 2025 составит 135 рублей вместо 129, передает Минсельхоз. При этом, несмотря на рост цен, курят россияне только больше, отмечает издание «Коммерсант». Так наши сограждане пытаются бороться со стрессом. Подорожает в следующем году и электричество. Резкий скачок цен прогнозируют в Институте комплексных стратегических исследований, входящем в структуру администрации президента. Рост тарифов ожидается в среднем на 12,5%. Плюс 20 стоимости прибавится в Пермском крае, Мордовии, Кемеровской, Челябинской областях, а также Северной Осетии. В Москве рост тарифов составит около 15%. Доллар по 115 к концу следующего года, спрогнозировали аналитики Сбербанка. На фоне падения экспорта, роста инфляции и санкций российская валюта будет дальше слабеть, уверены эксперты. Укрепляться же будут значения ключевой ставки Центробанка. Аналитики Сбербанка считают, что ее повысят до 25% в феврале, и весь 2025 год она сохранится на высоком уровне. Активы Данон в России отдали чеченскому чиновнику. По данным Единого госреестра юридических лиц, Руслан Али-Султанов стал владельцем компании, купившей у Данон российский бизнес. На это обратило внимание издание РБК. Али-Султанов – бывший министр сельского хозяйства Чечни и экс-вице-мэр Грозного. Данон ушли из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2023 году с одобрения Путина активы компании передали под временное управление Росимуществу. Путин присвоил командиру батальона Ахмат Апти Алаудинову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ опубликовали накануне вечера. Алаудинов также занимает пост замначальника военно-политического управления российских вооруженных сил. Предыдущее его звание, генерал-майор, Алаудинов получил в ноябре 2022. Также этим указом Путин повысил еще 2 военнослужащих. Он присвоил звание генералов армии 2 заместителям министра обороны – Юнусбеку Евкурову и Виктору Горемыкину. Евкуров, пишет издание BBC, запомнился встречей с Пригожиным во время мятежа ЧВК «Вагнер». Он оказался среди тех, кого Пригожин фактически захватил в штабе в Ростове-на-Дону. Новые подробности конфликта главы Чечни и глав 2 силовых ведомств раскрывает издание «Инсайдер». ЧВК «Испаньола» поддержала начальника СК Александра Бастрыкина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева и призвала Кадырова извиниться. Вот выдержка из их заявления.
Военная организация «Испаньола» вместе со всеми нашими тыловыми структурами и поддерживающими нас фанатскими сообществами считает, что Кадырову Рамзану Ахматовичу нужно принести извинения за высказанные в адрес глав силовых ведомств оскорбления, ложь и попытки прикрыть своим административным ресурсом ярко выраженных малолетних преступников, нападавших на сверстников по национальному признаку. Конфликт же между Кадыровым, Колокольцевым и Бастрыкиным возник на фоне дела против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева. Кадыров, комментируя дело, заявил, что чиновники сидят не на своих местах. Инсайдер пишет, что вот это ЧВК принадлежит друзьям Владимира Путина, братьям Ротенбергам, и известно неонацистскими взглядами. Наступление России на фронте замедлилось практически вдвое, подсчитало издание агентства. За последнюю неделю российская армия захватила 90 квадратных километров территории Украины. По данным украинского осинпроекта Deep State, скорость продвижения российской армии в Украине замедлилась до октябрьских показателей. Это антирекорд с конца октября. Агентство отмечает снижение темпов наступления уже вторую неделю. С сентября 2024 года же они росли. Если это продолжится, отмечает агентство, это может изменить динамику на фронте в целом. Наибольшие успехи российской армия показывает на юге Донецкой области, в районе Курахова и Великой Новоселки. А вот под Курском за первую неделю декабря ВС РФ не смогли вернуть под свой контроль никаких территорий. Небольшие изменения там произошли только сегодня. И еще новости с фронта. Сегодня ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. На фоне замедления динамики на фронте вновь появляются новости о возможных мирных переговорах. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров для газеты «Европейской правды» заявил, что Киев планирует уже в этом месяце встречу контактной группы по завершению войны. Вместе с ключевыми европейскими партнерами, а также США, Киев планирует выработать общую позицию и сделать Украину сильной при любом развитии событий. Издание BBC подсчитало потери российских сил в Сирии. Там с 2015 года погибли как минимум 543 россиянина, включая военных, сотрудников спецслужб и ЧВК. Официально власти России признали 116 погибших. Последние данные Минобороны опубликовала в 2019 году. Среди погибших элитные спецназовцы, военные пилоты и штурманы, а также наемники. Достоверно известно о 346 наемниках. Остаемся на Ближнем Востоке. Израиль нанес массированные удары по Сирии, атаковав более 250 военных объектов, включая авиабазы и научные центры. Целями стали сирийские истребители, зенитно-ракетные комплексы и оружейные склады. Удары также разрушили объекты в Дамаске, Хомсе и Хаме. Это одна из крупнейших операций ВВС Израиля. В Белгородской области скончался 92-летний ветеран войны, эвакуированный из села Ясные Зори. Он не дождался компенсации за жилье, так как местные власти требовали договор аренды, а мужчина находился в частном медучреждении из-за необходимости специального ухода. Пенсионер также не получал пенсию. Несмотря на обращение к Путину и омбудсменам, помощи не последовало. В Волгограде прорвало канализацию. Содержимое замерзло в виде сталагмитов. По Волгограду что-то текло. Я не знаю, как такое получилось. Это выглядит очень странно. Это похоже на какое-то инопланетное что-то. Местные жители шутят, что это символ действующей власти, созданный из подручных материалов. И это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику, а также подписаться на наш канал. Еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши выпуски, в том числе в аудиоформате, чтобы вам было удобнее. Оставайтесь с нами на связи даже в случае замедления или полной блокировки YouTube. В студии утром сегодня для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя и пока-пока.